Лето из Гулеты, или как его еще называют, мясо из котлеты, в честь его непомерно больших бицепсов, или даже Лысый из Бразерс, в честь его умения перевоплощаться в монахов, является не только членом относительно малоизвестной школы змеи, но и главным антагонистом второй игровой части Ведьмака, по которой он многим знаком как убийца королей. Это, кстати, тот же самый титул, или даже скорее смертельный приговор, который когда-то по ошибке или злому умыслу был дарован Геральту из Ривии, который в свою очередь просто оказался не в том месте и не в то время, чтобы отвлечься на вид из окна. Профессиональный убийца-чудовищ называется. Так какого черта, спросите вы меня? Я бы сам хотел это знать. Какого черта ведьмаки, которые должны защищать людей, которые были созданы как слепые на эмоции убийцы-чудовищ, вдруг начинают убивать королей, подставлять соратников и друзей по ведьмачьему цеху, пытаясь воплотить свои идеалы в этом мире? И почему при этом столь смертоносных убийц все еще не вырезали тайные службы по приказу сильных мира сего, не испепелили чародеи, опасаясь за свои тощие задницы, и не наколол на вилы обычный мирской люд? Впрочем, о чем это я? Сегодня я расскажу вам историю о очень интересном экземпляре Ведьмака Лето из Гулеты и о его змеиной школе, который не только попытался вернуть утраченное, но и смог поднять на это своих соратников, что в принципе уникально для этого типа мутантов. Поехали! Привет, ковбои, меня зовут Ивойс Ребус, и это просто канал об играх. И все началось не так уж и давно. Геральт и Йен, проводя вечность на острове Яблок, столкнулись с дикой охотой, которая пуще прежнего взялась за поиски Цири. По их логике, проще было не гоняться за ласточкой, а заставить ее прийти самой, например, чтобы спасти своих близких, Геральта и Йеннифер. Но будучи бешеным и безбашенным ведьмаком, Геральт не сдавался без боя насмерть, и дикой охоте пришлось отступить, захватив с собой только Йеннифер. В то же мгновение, как только нашел способ сбежать с острова Яблонь, Геральт пустился в погоню за дикой охотой и на одной из развилок встретил раненого, валяющегося в грязи, странно пропорционального, ранее незнакомого ему ведьмака по имени Лето из Гулеты. Эта встреча стала судьбоносной. Если бы не она, то дальнейшие события развивались бы иначе, но все пошло именно так. Внутренний кодекс Геральта обязывал помогать на большаке всем, кто нуждается в помощи, особенно соратникам по ведьмачьему цеху, а без сторонней помощи Лето бы точно погиб. В итоге Йен уже стали искать два ведьмака: белоголовый мясник из Блавикена и лысоголовый будущий убийца королей. А что, собственно говоря, мы знаем о втором? Лето из Гулеты является ведьмаком из школы змей, базирующейся в Нильфгаарде, ныне, к сожалению, разрушенной. Хотя по неподтвержденной информации сам Лето был рожден в Эйдирне, на минуточку, в Северном Королевстве, что наводит на определенные мысли. Также Лето является единственным ведьмаком, который сумел пережить атаку ослизга хвостом. Отбить удар не сумел, но сумел выжить после этого, что намекает на его особую живучесть и, возможно, даже уникальность среди других ведьмаков. Также в глаза бросаются его огромные размеры. На минуточку, он раза в 2 больше, чем любой из представителей школы змей, которых нам показывали. И особенно огромны его руки. В реальной жизни поддержание такой мускулатуры требует постоянных тренировок и скорее даже приема стероидов. Не думаю, что в размеренную жизнь убийцы королей входит ежедневное посещение спортзала, а такими габаритами он обязан, наверное, своим генам и, скорее всего, мутациям, возможно, даже дополнительным. Его глаза имеют желтый окрас и классический кошачий вертикальный зрачок, что является стопроцентным фактом принадлежности к цеху ведьмаков. Его тело исполосовано огромным количеством шрамов, в том числе и огромным шрамом на лбу в виде острого угла, направленного вниз, который он либо получил при битве с ослизгом, либо кто-то делал ему трепанацию черепа, ну или как минимум снимал скальп. Что еще интересно, его плечи и предплечья покрыты следами ожогов, возможно, от кислоты. Только непонятно, получены ли они в результате какой-то битвы или, например, во время экспериментов над улучшением снаряжения школы змей. Одет он в кожаный доспех, без рукавов, мало чем похожий на доспех школы змей из Ведьмак 3, но зато явно не стесняющий движения его огромных рук. Помимо прочего, на доспехе закреплен набор метательных ножей, на левом бедре, если быть точнее, а на груди скрещенные ножны для 2 разных коротких кинжалов. Предположительно, именно эти кинжалы являются его основным оружием, что возможно и эффективно против людей и чародеев, но вот на монстров с ними, я думаю,
уходить не так-то просто. Хотя вступительный синематик второго Ведьмака нам показал, то этими кинжалами он может даже перерубить шейный позвонок, да и в принципе орудует ими очень виртуозно. Но кинжалы не единственное его оружие. Во время битв с Геральтом в Ведьмак 2 Лето безупречно орудует огромным двуручным мечом типа Эспадон и даже побеждает Геральта в первой битве, но вместо того, чтобы убить, уходит. Хотя Геральт явно старается помешать Лето исполнить свои планы. В Ведьмак 3, если он доживает до этого момента, Лето уже использует классическую связку стального и серебряного мечей, которыми по мастерству орудует наравне с Геральтом. Навыки Лето, его манера поведения, принципы и внешность говорят о том, что он бороздит большак уж точно не меньше, чем Геральт. За эти годы он сформировался как достаточно жесткая и суровая личность, со своим определенным кодексом и принципами. С одной стороны, он до конца помогает Геральту за то, что тот его спас. С другой стороны, легко подставляет его, пускай даже случайно, выполняя заказ по убийству короля Фольтеста, не говоря уже о том, что он принял заказ на убийство кучи королей. После чего дважды сходится с Геральтом в схватке 1 на 1. Побеждая в первый раз, он отпускает Беловолосого. Вторая же битва, если она будет, то принесет одному из ведьмаков смерть. Это явно будет не смерть Геральта. Но давайте не забегать вперед. После того, как Геральт спас Лето, они вместе направились на спасение Йеннифер. При этом Лето путешествовал в компании еще двух ведьмаков из школы змеи, братьев-близнецов Эгона и Зерита, которые в итоге стали его ближайшими пособниками в убийстве королей. Вообще, совместное путешествие нескольких ведьмаков — это достаточно редкое явление. Если их пути и сходятся во время выполнения какого-либо заказа, то после его выполнения расходятся. Все-таки ведьмаки — это воины-одиночки. Даже во время совместного квеста с Ламбертом в Ведьмак 3 мы фактически занимались своим собственным расследованием, просто периодически пересекаясь. Вывод напрашивается сам собой. Лето — это чистокровный, прирожденный лидер, который даже еще до задания по убийству королей и цели в виде восстановления школы змеи мог вести за собой других ведьмаков. Зерит в своей предсмертной записке писал, что еще не встречал ведьмаков, похожих на Лето, что Лето из Гулеты совершенно необычный ведьмак, иначе, на другом уровне чувствующий мир, и что именно это заставляет идти за ним. Ну и раз уж мы заговорили о ведьмаках школы змеи, то кого же еще из этой школы мы так или иначе встречали? Первого ведьмака из школы змеи мы повстречали еще во время эпилога Ведьмак 1. К сожалению, Лето его впоследствии никак не упоминает, и он для нас остается безымянным. Возможно, он и не был даже в команде Лето, а просто был первым, кого нанял Эмгир, и кто не справился благодаря Геральту со своим заданием. Еще двух ведьмаков из школы змеи Лето упоминает во время проникновенного диалога в Лог Муинне в финале второго Ведьмака. В третьем Ведьмаке в самом начале игры мы натыкаемся на мечи ныне покойного ведьмака из школы змеи Кальгрима. Кстати, Кальгрим — это тот самый ведьмак, о котором сплетничают жители деревни в Белом саду. Помните? Который якобы украл ребенка. Также в письмах Кальгрима упоминается некий мастер-ведьмак по имени Ивар Злобоглаз. Учитывая, что к этому ведьмаку относится как к мастеру, возможно, он является лидером школы, высокопоставленным ее членом, ну или как минимум просто очень могущественным ведьмаком. Что интересно, в школе Волка, как мы знаем, никогда не было подобной градации. И, например, Весемира никто и никогда не называл мастер-ведьмак. Так называли только Геральта и только обычные кметы. Ну и, конечно же, Лето и его два приближенных брата-близнеца Эгон и Зерит. Итого всего 8 ведьмаков. Из них как минимум 5 были связаны с Лето и его целями по восстановлению школы змеи. К сожалению, узнать достаточно хорошо кого-либо из них нам не удается. И все приближенные Лето скорее созданы для наиболее полного раскрытия убийцы королей, чем их самих. Кстати, непосредственно о школе змеи. Фактических данных у нас не так много. Помимо того, что она базировалась на территории Нильфгаарда, ныне разрушена, а ее представители считаются изгоями, в принципе, как и все ведьмаки, и их осталось очень мало, мы знаем, что ученики этой школы практиковали непривычный для нас стиль боя короткими клинками. Либо это был их основной стиль, либо лишь одно из направлений, учитывая навыки Лета. Ранее в видео про каноничный билд школы змеи я выдвигал теорию, что ведьмаки школы змеи были созданы как сдерживающий фактор против чародеев, ведь то, как в Нильфгаарде относятся к чародеям, мы знаем и по играм, и по книгам. Подробнее можете посмотреть видео про каноничный билд школы змеи, ссылка будет в описании. Но сейчас, кажется, я нащупал более правдоподобную теорию, объясняющую и стиль боя школы змеи, и причину ее уничтожения. Мы знаем, что до разрушения школа змеи обладала огромной коллекцией книг о дикой охоте. Кто и зачем собирал эти данные, мы тоже не знаем, но сам Лето считает, что их школа изначально создавалась для
для охоты за диким гоном. А дикий гон, между прочим, это эльфы, которые в свою очередь в первом Ведьмаке дрались двумя мечами. Может быть, именно этот стиль был взят за основу ведьмаками Школы Змеи. Таким образом, двухмечевой стиль боя короткими клинками был разработан не против чудовищ, против которых он достаточно слаб, ведь сами удары не так сильны, да и длина клинка оставляет желать лучшего, а против эльфов, где близкое расстояние, короткие, быстрые и отравленные клинки очень эффективны. Впрочем, узнав об этом, Дикая Охота собственноручно и уничтожила Школу Змеи, а людская молва, увидев уничтоженную за одну ночь школу, разнесла информацию, что ведьмаки проклятые твари, богохульники, ведь не просто так их школа была уничтожена. Еще один любопытный факт. Первого ведьмака из Школы Змеи мы встречаем в первом Ведьмаке, а первый ведьмак создавался в достаточно тесной связи с самим Сапковским. Потому идея сделать Школу Змеи, специализирующуюся на охоте за Дикой Охотой, могла принадлежать или как минимум была согласована с Сапковским, так что мы даже можем считать ее более-менее каноничной. Несмотря на это, на мой взгляд, у Школы Змеи очень много общего со Школой Кота. В записке Зерита упоминается, что они с лета выполнили бесчисленное количество заказов по убийству людей. То же самое твердят и о выходцах из Школы Кота. Ведьмаки, которые за достойную плату сделают любую работу. Единственная причина создания новой школы — это необходимость сделать малоизвестную на территории Севера ведьмачью школу, связанную с Дикой Охотой и возможностью нормальной мотивации для убийства королей. В любом случае, это лишь теория, и любые доказательства косвенные. Но именно благодаря знаниям из своей школы Лето и его соратники знали, куда движется Дикая Охота и где можно спасти Йен. Настигнув красных всадников в самом центре империи, но не в силах одолеть бесчисленную армию воинов Дикой Охоты, Геральт, жертвуя своей свободой, возвращает потерявшую память Йеннифер в этот мир, которую в знак благодарности или долга за спасение берет на попечение Лето, что и приводит его в итоге на аудиенцию к нынешнему императору Нильфгаарда Эмгиру ван Эмрейсу и получению задания по уничтожению королей Севера, ослаблению правящей верхушки и подрыву военной мощи для более эффективного вторжения со стороны черных. Так и начинаются события Ведьмак 2, когда ведьмаки, призвавшие защищать людей, убивать чудовищ и изгонять зло из этого мира, становятся пешками в руках правящей верхушки империи, накормленные обещаниями по восстановлению школы и чести змеи. Дальнейшие события, связанные с Лето, вы уж должны точно знать. Крайне пафосное и эффектное убийство Демовенда, тщательно подготовленное с помощью белок убийство Фольтеста. Тогда Лето вновь встречает уже потерявшего память и сбежавшего от Дикой Охоты Геральта и сваливает на него убийство короля. Случайно внезапная встреча в древних руинах эльфских купалин, где одержавший победа Лето дарит Геральту жизнь за то, что он когда-то спас его шкуру. Неудачное покушение на Хенсельта со стороны змеиных братьев-близнецов и, возможно, удачное покушение на него со стороны темерских синих лилий в лице Роше и ведьмака Геральта из Ривии. И, конечно же, финальная встреча с проникновенным диалогом в Лок-Муине. Тогда-то нам, как игрокам, узнав всю историю полностью, и предстоит решить, вступать в схватку с Лето или отпустить. А как вы считаете, стоит ли отпустить Лето из Гулеты, или все-таки сразиться с ним и прекратить жизнь последнего из известных нам ведьмаков Школы Змеи? В любом случае, если оставить его в живых, или в симуляции решений в начале третьего Ведьмака сказать, что он остался в живых, то у нас появится возможность встретиться с ним на просторах Велена, выполнить небольшой сайдик и даже предложить поехать в Каэр Морхен. Впрочем, после осады Лето сообщает Белому Волку, что собирается отправиться на восток, за Синие горы. Таким образом, он в любом случае бесследно и навсегда исчезает из мира Ведьмака. А ведь все могло бы быть иначе. Не согласись Лето бегать на поводке у Эмгира, они могли бы вместе сражаться против Дикой Охоты, вместе выследить и победить Эредина и фактически выполнить предназначение создания Школы Змеи. Но он выбрал другой путь. Давайте подводить итоги. Лето не ведьмак. Не в плане его мутаций или силы, а в плане его целей в жизни. Ведьмаки — это в первую очередь охотники за чудовищами. И если во время охоты за диким гоном его можно было назвать ведьмаком, то как только он стал выполнять заказы на людей за деньги или другие обещания, он стал обычным, наемным убийцей. Как кот. Даже Геральт, когда искал Цири, не раз заикался, что он перестал быть ведьмаком. С другой стороны, игнорировать уникальность Лета бессмысленно. Его боевые навыки впечатляют. Отличное владение двумя кинжалами, огромным двуручным мечом и классическими полуторными ведьмачьими клинками. Невероятная сила, ловкость и скорость, а самое главное, уникальная живучесть, позволившая ему выжить после удара ослизга. Умение думать и креативно подходить к выполнению задач. Он смог организовать небольшой функционирующий отряд ведьмаков для
для выполнения своей цели по убийству королей, задачи, с которой он вопреки всему справился. И еще кое-что. В поединке в окрестностях Флодзама, в древних эльфских купальнях, он смог одолеть Белого Волка, что до него удавалось только Вильгефордсу. Я на 100% уверен, что Лето, такой же как и Геральт, уникальный ведьмак, который прошел уникальные мутации, даровавшие ему не только силу, но и предназначение, дело всей его жизни, попытаться восстановить школу змеи и стать тем, кем он является перед нами – убийцей королей. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то стоит поставить ему лайк и подписаться на канал. Не забывайте оставлять комментарии со своим мнением о ролике. А мы увидимся в следующем видео уже очень скоро. А пока на этом всем пока-пока.